Привет, дорогие друзья! С Новым годом вас и с Рождеством, со всеми праздниками. Ну а мы с Николаем добрались до нашей любимой землянки, которая вся покрыта снегом в этот рождественский день. Пользуясь случаем, поздравляем всех православных наших зрителей с Рождеством Христовым. Погода сегодня просто великолепная. Не то, что в прошлые разы, когда мы приходили здесь и в мороз минус 30. Да, сегодня хоть что-то уже можно будет поделать. У нас запланирована масса дел. Мы пришли не просто так, принесли с собой кучу инструмента. Ну и будем доделывать то, что не доделали в прошлые разы. Вот. И есть определенные проблемы с печью, но об этом чуть позже. Сейчас зайдем в землянку и посмотрим, как там все внутри. Да, давно не были, а Николай уже сколько-то? Я уже недели... месяц, да, ровно уже месяц не да, был. Ну давай, ты первый. Да. В землянке примерно около 0 градусов было, когда мы зашли. Ну, сейчас вот плюс 2 показывает. Надышали немножко. Сейчас пьем чай, отогреваемся немножко и приступаем к своим запланированным делам. Нам сегодня необходимо решить вопрос с печкой. Дело в том, что в те разы, когда мы приезжали, у нас нарисовалась проблема очень серьезная. Такая проблема, как обратная тяга. Очень много читал про нее в интернете, смотрели видеоролики. Очень много советов нам давали друзья. Ну, мы сошлись на мнении, то, что ее необходимо просто поднять на ножки выше уровня пола. А подгонять по размеру, ножовку по металлу мы привезли. И проблем особых отпилить, подогнать по размеру не составит, я думаю. По-хорошему, конечно, поставить печку на пол, то есть под нее сделать пол, но сейчас уже, видимо, мы это не сможем сделать, Да, потому что у нас нет досок, которые необходимы. Да, и, кстати, нет у нас здесь и бензина, как оказалось. Да, Юра в прошлый раз оставлял бензин, мы надеялись на это сегодня. Хотели заготовить и побольше дров для следующего раза, но бензин кто-то израсходовал, кто здесь был, и не сказали нам поэтому об у нас всего лишь полбака остается в бензопиле. И мы их потратим только вот на заготовку дров. Ну вот чисто получается для себя, чтобы себя обогреть. А могли бы обогреть еще и много кого других. Да, и нам еще понадобится бензин для того, чтобы пропилить отверстие. Мы хотим делать еще вентиляцию приточную здесь. Трубу мы давно привезли, еще в ноябре, наверное. Но все никак руки не доходили или погода не позволяла. Вот сегодня этим займемся. Ну, надеемся, бензина нам хватит до утра не замерзнуть. Ну, а там посмотрим. Ну да, березу, если что, напилим березу. Она долго горит и жара много дает. Посмотрим, все будем решать уже. По месту, по факту. А пока пьем чай, отогреваемся и располагаемся вместе с вами. Конфеточки, пожалуйста. Решили вытащить печку на улицу, потому что она очень засорена продуктами горения. А вычищать ее в землянке, это будет совсем уже жестоко. Дышать там будет нечем. Поэтому мы ее принесли сюда. Сейчас вот вытряхнули всю золу. А также сняли вот этот вот дымоход, который у нас внутри находится. Он практически весь был забит тоже продуктами горения. Да, это вот вся эта сажа с этого дымохода только. Вот. Ну а теперь делаем полы сейчас под эту печку. Доски мы несколько штук нашли под снегом. Будем делать все фундаментально. И потом ставим печку и уже будем подгонять эту трубу под нее. Отпиливать. Ну и пробовать разжигать.
Надеюсь, у нас все получится. А то уже как-то хочется согреться. А тем временем температура на улице уже минус 18 градусов. Собрали укороченный дымоход. Вот так это все дело выглядит. Сантиметров 20 пришлось отпиливать. Вот. Теперь печь у нас на уровне пола находится. А поддувало, как и положено, над уровнем пола. Ну, я думаю, что проблем не должно теперь возникнуть с обратной тягой. Вот. Сейчас будем пробовать разжигать. Посмотрим, как это будет в реальности все. Топим печь уже где-то с полчаса, может быть, минут 40. Но обратная тяга все равно присутствует. Дымом пахнет. Датчик дыма срабатывает периодически. Не знаем, в чем причина. Мы уже всю голову сломали. Даже без понятия, что делать дальше. Сейчас отправляюсь на улицу. Буду откапывать снег и отдалбливать песок. Будем делать вентиляцию вот в этом самом месте. Уже в 2 местах зафиксировал, чтобы бревна у нас не разъехались. Вот. Может быть, вентиляция нам поможет. Будем надеяться на лучшее. Ну, осадочек остался. Вот так высоко задрали мы трубу. Тяга хорошая, но дым все равно у нас идет внутрь, когда открываем дверцу печки. Вот. Ну а тем временем сейчас мы занимаемся вентиляцией. Вот мы чтобы видно было, где выкапывать, положили бревно сверху землянки. И вот с левой стороны землянки, вон там, где Коля копает, там будем выпиливать отверстие бензопилой и делать уже вентиляцию. Возможно, она нам поможет в том, чтобы не дышать дымом. Свежего кислорода будет в само помещение. Подлезет? Конечно. У нас бензопила. Вот здесь сейчас делаем отверстие и потом туда подгоняем трубу для вентиляции. Да, а потом уже затыкаем джутом. Вот такое отверстие мы проделали внутри землянки. 110 миллиметров диаметр. Кстати говоря, диаметр дымохода нашего тоже 110 миллиметров. Ну, вот как-то так она будет стоять. Основная труба будет идти вниз под лежак туда. Вот здесь у нас лежак центровой, и туда под него еще будет это опущена длинная труба, да? Да, мы ее распилим, потому что она 2-метровая у нас сама по себе. Вот. А то, что останется, кусочек маленький распиленный, он пойдет уже на выход из стены, из вот этого вот колена, туда наружу. Специальный фильтр, кстати, сделал кустарным способом. Он тоже туда пойдет, чтобы никакая птичка не залетела, никакая мышка не забежала. Вот такой вот фильтр. Как-то так вот он будет здесь стоять. По-моему, неплохо. Отлично вообще. Вот. Как раз напротив печки. А то у нас дым идет из печки.
Открываем окошко. Дым выходит из окна, идет вот так по потолку и как раз таки в ту сторону. Надеемся, что это как-то поможет нам. Вот смотрите, какой у нас красивый вид из окна нашей землянки. Но на трубу внимания не обращайте. Зато кормушка моя начала работать. И птички начали туда прилетать и кушать из нее. Что не может не радовать. По-простому так вот закрепим. Думаю, никуда она не денется. Труба. Здесь Да. еще джутом заделаем. А сверху закроем песочком, забросаем. И она у нас идет вот так вот вниз под лежак. И вот здесь еще большое расстояние до пола. Вот сейчас зафиксируем окончательно эту трубу. И будем уже, наверное, готовить что-нибудь покушать. Вот я чайник поставил. Заготовили мы с Колей дрова. Такого количества нам на сегодня уж точно должно хватить, чтобы не замерзнуть. Ну а в следующий раз, когда придем уже, возьмем с собой побольше бензина для бензопилы и заготовим уже не только для себя, но и для других гостей этой нашей землянки. Коля тем временем засыпает это отверстие вытяжки приточки. А я сейчас буду заносить дрова в землянку. На улице мороз уже. Посмотрели на градусник, минус 21 градус, а еще даже не стемнело. Ну вот на улице уже окончательно стемнело, время 6 час. Все работы уличные мы с Колей закончили, и внутренние тоже. Приточку мы установили, все как планировали. Печку на ножке мы тоже поставили, но это не сильно помогло этой нашей проблеме с дымом. Дым все равно также идет, когда открываем дверцу. Что делать, не знаем больше. Все перепробовали. Дымоход почистили. Все там чистенько. Труба у нас длинная, как тебе советовали, Ну, да, около 3 метров она у нас так и есть. Выходит, Да. у нас, вы видели с внешней стороны землянки, насколько высокая труба. И здесь плюс еще длина очень большая. Пока это не помогает. Запах дыма в землянке. Как следствие, не очень хорошее самочувствие наше. Вот когда выходили на улицу колоть дрова, не хотелось даже сюда заходить, а хотелось остаться там. Надышаться. Дышать свежим воздухом. Ну, проблема может быть, я не знаю в чем. Мы уже все передумали, все перепробовали. Как вариант, больше диаметр дымохода нам нужен. Вот у нас 110 миллиметров, может быть 150 или 200 он нам нужен для этой печи,
конкретно вот под это помещение. Не знаю, но переделывать сейчас все заново под более большой диаметр дымохода, ну, мы не будем это сейчас делать. Сейчас зима, морозы. Да, это очень будет долго, проблематично, и не факт, что это решит нашу проблему. Да. Пишите в комментариях, что это вообще. Как с этим бороться, с этой обратной тягой. У нас уже мысли на этот счет Закончились. как и силы на сегодня. Поэтому, да. Сейчас будем перекусываем немножко и будем готовить куриное филе с овощами, запекать в фольге в печке. И отварим спагетти еще. Ну а что касаемо функций обогрева печи, то здесь она свои функции выполняет вполне, даже очень хорошо. Сейчас покажу вам, сколько у нас здесь, какая температура внутри. 47,6 градусов. Ну, довольно-таки тепло, да, Коль? Я вообще люблю жару. Мне бы в Африке жить. А на улице, тем не менее, около минус 25. Мы тут свои носки сушим. Мухи проснулись. Уже летают, садятся мне на голову. Кстати, ты не замечал? А, во. Полетела. А Коля, тем не менее, готовит нам ужин. Да, вкусное куриное филе с овощами. Будем запекать в печке. Вот эту красоту мы сейчас будем запекать в печке, в углях. Обычно дома я это делал в духовке, то есть на противне, как полагается. А здесь первый раз запечем в фольге, получим, что из этого получится. Может быть, минут на 20 засунем в печку, в угли. Должно приготовиться, я думаю. Значит, готовится блюдо следующим образом. Куриное филе, но его желательно, конечно, отбить молотком кухонным. Но у нас, поскольку его нет, мы просто нарезали тонкой полосочкой куриное филе. Значит, вторым слоем нарезан лук кольцами и уложен на этот кусочек. Далее идут помидоры, тоже нарезанные кольцами. Ну и это все сдабривается приправой для курицы. Ну, в данном случае. Можно еще черный перчик добавлять, соль, кому как нравится. Третьим слоем перчик болгарский укладывается. И в конце, на самой верхушке, я посыпаю все сыром тертым. Абсолютно любой сыр подойдет, твердый. Какой мы взяли, я не помню. Уже выбросили упаковку. Ну, вот кусочек готов. Еще 3 будет. И будем запекать. Еще спагетти сварим, кстати. У нас есть кастрюля, есть вода, есть, собственно, спагетти. И еще даже масло сливочное есть, оказывается, у нас. Такие дела. Вот наше блюдо на ужин готово. От шеф-повара Николая. И Юрия. Приятного аппетита. Да, всем, кто кушает сейчас вместе с нами. Мы знаем, таких много. Ну, кстати, вкусно получилось. Нам ничего не сгорело даже. Все пропеклось. Я еще не пробовал. Ну, пробуй. Ну, хорошо. Спагетти сварились как надо. Альдента. Белиссимо. У нас такое ощущение,
сложилось. Сейчас вот подкидываем дрова, и дым вот в этих диких количествах, как он до этого вырывался в помещении землянки, так не вырывается уже. И такого задымления уже нет. Может быть, она приработалась или что-то как-то. И дымом уже не так пахнет, как пахло вот до этого. Днем, когда солнце еще не село. Да. И мы решили поэкспериментировать с этой вытяжкой. Мы отсоединили большую часть трубы. И весь воздух, весь дым, который скапливается наверху, под потолком, по идее, уходит сюда. Тяга там есть, мы проверяли горящей спичкой. Ну, понаблюдаем, как это будет работать и какие нам дивиденды принесет с этого. Потому что когда у нас труба полностью туда выходила вниз, весь дым, он от печи, когда открываешь печку, шел по потолку и скапливался как раз таки вот в этом месте. А сейчас весь лишний дым, когда мы открываем, если он даже пойдет, он будет выходить через вот это вот отверстие наружу. Ну так, меры безопасности у нас. Надо спробовать каждый раз экспериментировать. За один приезд это все, конечно же, не устранишь. Да, и не в ущерб себе экспериментировать. Потому что здоровье-то одно. Вот, и жизнь одна. А печь хорошая, хорошо греет. Благодаря вот как раз этим вот конвекторам, которые по бокам у нее находятся. Но постоянно приходится закидывать дрова. Потому что прогорает все очень быстро. Просто реактивно. Вот. А когда все тухнет, остаются только угли. После этого очень трудно ее раскочегарить, вывести на рабочий режим. Да, она не схватывается. Мы пока никак не приловчимся. И единственный выход мы придумали, это жидкость для розжига. Подливаем туда жидкость на дрова. И тогда потихонечку начинает схватываться. Обещал приехать Андрей. Ну, не обещал, а, скажем так, хотел он с нами сегодня побыть. Но в силу определенных причин не приехал. Привет тебе, Андрей. Да, еще весь год целый насыщенных поездок и походов впереди у нас. Всяких приключений. Всем доброе утро. Время 9:30. Спалось просто шикарно. Это, наверное, самый лучший сон наш был за все время выездов сюда, в землянку. К утру в землянке плюс 13 было. Ну, сейчас чуть меньше, потому что дверь открывали. Вот. На улице минус 27 сейчас, утром. Ну, хорошо, хоть ветра нет. Юра еще укутанный в спальник лежит. Ему не хочется даже вылезать. Я жду, когда печка разгорится. Да. Зажгли мы печь, затопили. Нам помогла жидкость для розжига.
Вот. Вроде зашлась. Сейчас будем подкидывать дрова, разогревать помещение. Убираться. завтракать. Да, на завтрак у нас вон кассета яиц есть. 10 штук на двоих, нам нормально, да? Юр? Ну, как наверное, всегда. хватит. Обычно десятки нам хватает Да, с тобой. на Коль. двоих-то что нам, да? Да. А еще молоко есть, можем даже омлет сделать. Ну. Остались еще овощи, помидоры, парочка, перчик болгарский, 1 штучка. И куриное филе у нас еще осталось. Ну, не знаю, ну, посмотрим. Можно его в омлет тоже использовать как-то, каким-то образом. Репчатый лук еще остался тоже, кстати. На завтрак у нас наше фирменное с Колей блюдо. Яичница с овощами. Помидоры, перчик, лучок. Сейчас мы их это все зажарим. А потом добавим яйца. 10 штук. Ну а что нам двоим-то? Да. Нормально. Еще раз всех с добрым утром, друзья. За окном у нас сильный мороз, 27 градусов. А внутри в землянке у нас здесь уже... Ой, страшно говорить сколько. Много натопили. Но поверьте, очень тепло. На уровне головы 45 градусов. Сейчас завтракаем королевской яичницей, иначе ее никак не назовешь. Очень вкусно, кстати. С овощами. Всем приятного аппетита. Да, спали очень крепко. Вообще давно так не высыпались. Наверное, все-таки вот эта вентиляция, которую мы сделали с Колей, этому поспособствовал свежий воздух постоянно теперь в землянке. Спать очень прям комфортно стало. Ну, особо и холодно не было к утру. 13 градусов — это вполне нормальная температура. При Ну, таком-то да. морозе на Руже. И проснулись не из-за того, что там замерзли, а просто выспались. То есть мы легли во сколько? В первом часу, в первом да. часу, а проснулись В 9. в 9. Да, вполне себе. Вполне хорошо. нормально, хорошо. Утром натаскал с горы еще бревен, которые мы вчера нашли. Будем их еще после завтрака, наверное, пилить, колоть, ну, чтобы нам до вечера хватило. Вот. Бензопила у нас все, бензин кончился. Она уже нам не помощница сегодня. Да, поэтому тот, кто придет в следующий раз после нас, не обессудьте то, что дров у нас здесь практически нету, ну, мало их. Так как мы не рассчитывали на то, что здесь не будет бензина. Мы думали, что бензина хоть немного, но здесь останется. Но его весь израсходовали. И из-за этого вот мы чисто напилили только на себя. Вручную. Да. Хорошо, что взяли ручную ножовку Да. по дереву. Чем мне нравится утро здесь, завтрак, это вот этим видом из окна, когда вот сидишь вот так здесь за столом внутри землянки и смотришь из окна, там прям ели все, сосны покрытые снегом, инеем, и солнце как раз-таки встает вот с той стороны, светит в нашу сторону, очень даже живописно. Красиво. Да, всем бы так. Всем бы такие позитивные эмоции с утра получать. Мир был бы добрее гораздо. Приятного аппетита. Приятно. Приступаем. А то остынет. Ну-ка, Посолить надо. посмотри. Вышли сейчас на улицу подышать свежим воздухом с утра. И заодно напилим оставшиеся дрова. Немного там у нас еще осталось бензина. Вот
все остатки этого бензина израсходуем на распилку вот этих вот дров. Ну а что не хватит ручной пилой, насколько позволит силы. Ну нам дров, в принципе, должно хватить на сегодня. Да, мы сегодня уже уедем домой. Угу. Да, я думаю, и хватит и следующим, кто придет. Не благодарите. Отлично. А еще мы почистили лестницу от снега и льда. Теперь спускаться гораздо комфортнее будет. Не знаю, надолго ли это, конечно, какая у нас там погода ожидается, если будет Всего лишь лить. на сутки приехали, а столько дел с тобой переделали, несмотря на то, что мороз. Да. Что и с тобой и печку подняли, Да. и приточку, вытяжку сделали. Угу. И несмотря на то, что у нас бензина-то и толком нету, и Дров напилили. заготовили, Да. да. И еще Коля и эту почистил лестницу. Вон как оно Я, все. если честно, не ожидал, что мы с тобой столько всего наделаем. Я думал, мы опять с тобой, как и в прошлый раз, будем просто отогреваться. Потому что выйдешь на улицу, уже зябко, все, ничего делать невозможно. А сейчас вот... Ну это хорошо, Да. позитивно. Мгм. Кстати, потеплело до плюс 20 градусов. Но по ощущениям все равно где-то градусов 25. Мгм. Солнце у нас светит прямо на градусник, вон на то дерево. Видимо, поэтому она показывает больше. Выше, вернее, температуру, чем надо. Будем сейчас колоть дрова вот эти вот. Нам хватит, в принципе. И всё. Да. Хорошо. Ну вот, друзья, и пришло время нам выдвигаться домой. Много работы мы с Колей за эти сутки здесь переделали, сделали все, что запланировали. Как видите, землянка наша преображается с каждым нашим приездом. Все становится лучше, краше, теплее и уютнее. В следующий раз, пока не думали, что будем делать, как ее обустраивать, нужно, конечно же, решить вопрос с дымом, обратной тягой из печки. Если есть какие-то у вас идеи, знания по этому поводу, пишите нам в комментариях, мы это все читаем. Обязательно все прочитаем, и действительно какие-то ценные советы мы здесь обязательно будем применять. В следующий раз, я думаю... Ну, также заготовка дров, наверное, нас ждет. Просушка, протопка печки. И хотелось бы еще, конечно, сделать еще одно отверстие вентиляции. Вот то, что мы сделали, это, по сути, как планировалось, это приточка свежего воздуха по трубе вниз до пола. А еще мы здесь вот хотели сделать, вот в этой части, хотели сделать отток, то есть вытяжку теплого воздуха и дыма, соответственно, из помещения наружу. То есть, если бы мы это сделали сегодня, была бы нормальная циркуляция в землянке, и дым бы не так ощущался. Ну, в следующий раз посмотрим, может быть, сделаем. Время покажет, как говорится.
Спасибо за просмотр. Всем пока. Всем пока. Будьте здоровы.